В эфире виртуальная студия Национального центра «Россия». Меня зовут Николь Плиева. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем серию подкастов, посвященные Великой Победе. Мы храним память и вспоминаем тех людей, которые метр за метр, дом за домом освобождали свою родину от фашизма. 12 городов Советского Союза стали городами-героями после войны. Жители этих городов проявили нечеловеческое мужество в противостоянии врагу. Первое место в этом списке занимает Ленинград. В нашей студии сегодня внук Леонида Александровича Говорова, маршала и героя Советского Союза Алексей Сергеевич Говоров. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите мне о победе. Нашей большой Великой Победе предшествовало вероломное нападение фашистской Германии 22 июня 1941 года. И, как мы знаем, уже достаточно быстро, через 3 месяца, враг был на подступах к Москве. Менее чем за 3 месяца враг был на подступах к Ленинграду. И, собственно говоря, вокруг Ленинграда замкнулось фашистское кольцо. Поэтому ситуация была крайне тяжелой. И наш народ заплатил очень большую цену. Ну, это, конечно, и очень высокие потери, 27 миллионов, это официально такие цифры сейчас называют, 27 миллионов человек погибло, советских людей, причем основные потери это мирное население, это женщины, старики и дети, но это только, как военные говорят, прямые потери. А еще же не родившиеся дети, потому что погибли, ну, действительно цвет нации, и мальчики, и девочки, которые могли бы иметь детей. Это разрушенная экономика, которую потом многие годы, 10 лет пришлось восстанавливать. Вот такая была цена за борьбу за независимость нашей страны и за последующее освобождение Европы от фашизма. И победу, которую мы будем праздновать, собственно говоря, когда знамя победы наши солдаты воздвигли над куполом Рейхстага. Вот это уже было 9 мая. Но перед этим были годы тяжелейших испытаний. Позвольте, я немного расскажу о вашем дедушке. Я подготовила небольшую справку. Маршал Говоров родился в начале 1897 года в Вятской губернии в семье бурлака. Он хотел строить корабли, поэтому и поступил в Петроградский политехнический институт. Но мечтам не суждено было исполниться. Его мобилизировали и отправили учиться в артиллерийское училище. Позже молодой человек вступил в ряды Белой армии и служил под командованием адмирала Колчака. Невероятный факт. Маршал Советского Союза начинал как поручик армии царской России. Он смог избежать политических репрессий и вошел в историю как защитник Москвы и освободитель Ленинграда от фашистской блокады. Это про вашего деда Жуков говорил «упрись как Говоров», а сослуживцы называли его «аптекарь». Почему? Дело в том, что осенью 1941 года мой дед принял как раз командование 5-й армии Западного фронта, которым командовал Жуков. А 5-я армия, она располагалась на центральном Можайском направлении. То есть вот она принимала на себя основной удар танковых клиньев фашистов. Рядом с дедом воевал Рокоссовский, справа-слева генерал Ефремов. Но тогда единого фронта не было, потому что не хватало ни сил, ни средств у нашего командования. Поэтому каждый командующий, он выбирал тактику, как ему действовать сам, для того, чтобы сдержать наступление фашистов. А они как раз рвались к Москве, вбивая танковые клинья между как раз нашими армиями. И дед, и многие другие командующие, они использовали различные нестандартные методы. Там валили деревья, поджигали стога сенов, лишь бы сбить темп наступления фашистов. Дед использовал еще мобильные резервы из тех сил, которые у него были. То есть, если фашисты прорывались где-то, он их быстро купировал своими же силами и уничтожал. Но когда обращались к Жукову за резервами, за помощью, он говорил: у меня людей нет, и это было правда. И когда командующие к нему приходили, он говорил: вот смотрите, как дерется ваш сосед, генерал Говоров. Он же не просит ничего. Вот упрись как Говоров, и иди, значит, и выполняй боевую задачу. Вот поэтому так оно и повелось. И, действительно, дед пытался решать своими силами, понимая, что просто резервов
у нашей ставки, у нашего командования нет. Но умение деда выстраивать оборону, и потом, когда началось контрнаступление под Москвой, умение вести наступательные действия, они определили то, и еще то, что он был артиллеристом с самого начала своей специальности, еще вот с царских времен. Все это определило его последующее назначение на должность командующего Ленинградским фронтом, и его также рекомендовал Жуков. Но утверждал, конечно, Сталин лично, Ставка утверждала. И деду поставили основные задачи, когда он уезжал в Ленинград, это прежде всего уберечь город от возможного штурма со стороны фашистов, уберечь от разрушения артиллерии, потому что фашисты его обстреливали постоянно и наносили очень тяжелые потери и мирному населению, ну и самому городу, архитектуре города. Но и самая главная задача была перед дедом — это прорвать вот эту ненавистную фашистскую блокаду. И все операции деда, будь то наступательные или оборонительные, они, ну, как сейчас историки говорят, это был образец с точки зрения военного искусства. То есть все у него было рассчитано, все у него было просчитано по минутам, по метрам, ну, как говорится, с точностью, как в аптеке. Отсюда вот это вот и пошло, что аптекарь это... То есть у него все точно как в аптеке, как у аптекаря. Ваш дедушка обладал феноменальным даром. Он читал карты, анализировал, сопоставлял данные и в итоге предугадывал действия врага. Это талант или все-таки это все вместе, и талант, и упорство, и знание? Ну, прежде всего, это знание. Второе — это опыт. Ну и, да, конечно, талант. Что касается знаний, дед еще до войны приобрел фундаментальные знания, то есть он закончил, помимо там, курсов усовершенствования командного состава и в области артиллерии, в области общевойсковой подготовки, он еще закончил академию Фрунзе он закончил. Перед самой войной он закончил Академию Генерального штаба, где очень давали фундаментальные знания, преподавали лучшая профессура преподавала военная именно в этой академии. Поэтому он, скажем так, к началу войны он был достаточно хорошо подготовлен. Плюс еще опыт, потому что он участник гражданской войны, он участник советско-финской войны, где он применил свои теоретические знания на практике, он внес большой вклад в подготовку прорыва линии Маннергейма. Это очень была мощная линия финских укреплений, которые наши войска никак не могли прорвать. Но вот его знания и опыт тогда очень пригодились. И талант он был присущ всем нашим генералам, которые выдвинулись как раз в 1941 году. Это смекалка, это вот природная такая крестьянская какая-то вот такая вот жилка и нестандартность мышления. И вот ею обладали все генералы 1941 года, которых мы потом узнали в 1945 году как маршалов Победы. Вот это их вывело на вот эту самую высокую вершину военного полководческого искусства. Вернемся к блокаде Ленинграда. Вы знаете, когда я бываю в Петербурге, гуляю по историческим улицам, я каждый раз думаю, какой ужас перенесли жители города, и что здесь творилось тогда, и какие сильные духом были ленинградцы. С другой стороны, я понимаю, как хотели солдаты освободить этот город, и какая ответственность лежала на их командирах. И я понимаю, что ваш дедушка, у которого была военная закалка, стальные нервы, но все же он человек, у него есть сердце и душа, и, наверное, он все же боялся, когда умирают и дети, и женщины. Что он вам рассказывал об этом? Когда дед приехал весной 1942 года, прилетел в Ленинград, прежде всего он поехал не в штаб фронта, где его ждали, а он поехал на передовую. Лично посмотреть своими глазами, что же делается на фронте. И, возвращаясь обратно, он, конечно, проехал по улицам Ленинграда. И, мне рассказывала бабушка, вот его впечатление на тот момент. То есть он уже боевой генерал, прошедший там действительно уже не одно сражение, битву под Москвой. Он был, говоря современным языком, в шоке от увиденного, потому что фактически обороны как таковой, ее не существовало города. То есть просто фашисты решили уморить его голодом и обстрелами. Но в принципе, вот как таковой обороны, если бы они поперли, боюсь, что мы бы не выдержали тогда. И то есть голодные люди, да, значит, причем за первую зиму
вот, страшную блокадную зиму 1941 года, очень были большие потери, причем на фронте, причем не столько от снарядов или там осколков, сколько от голода и холода. И в городе то же самое. То есть неубранные тела горожан, там, и женщины, и дети. То есть это самые вот ослабленные люди, которые были, вот они, к сожалению, погибли. И, конечно, он с тяжелым сердцем приехал в штаб, он очень жестко заслушал всех начальников служб, всех командующих, потому что он хотел разобраться в ситуации, как такое вообще вот, ну, могло быть. И его задача была, да, это вот прежде всего заставить полуголодных солдат, тем не менее, рыть окопы, отрывать траншеи, потому что это нужно было, ну, для того, чтобы уберечь город от штурма. И ему в кратчайшие сроки удалось вот такой железной волей, железной такой дисциплиной добиться того, что город превратился в неприступную крепость. И он лично ходил, проверял, вот, насколько глубоко вырыты окопы, траншеи. И не дай бог, где-то у кого-то было плохо это сделано. Потому что это жизни. Это жизни и солдат, это жизни и мирных. Но и, кроме того, дед еще относился к защите города, не будучи ленинградцем по происхождению, он относился как к защите, в том числе, как своего дома, своей семьи. И это действительно было так, потому что его жена, вот она единственный раз в жизни, она слушалась своего мужа, и она приехала к нему в блокадный Ленинград. То есть она не уехала из Ленинграда, а она приехала. Вот молодая аудитория, вот, может быть, это вот, ну, если сравнить с подвигом, может быть, жен декабристов, если вот вы читали историю. То есть это вот было, наверное, так, потому что она ехала с большой земли, с относительно, в общем-то, комфортных, ну, если можно так говорить, условий, она ехала в блокадный Ленинград. И через какое-то время к ним приехал их сын воевать. Он был лейтенант артиллерии. И как бабушка не уговаривала отца не отправлять его на фронт, но оба мужчины были непреклонны. Сын хотел воевать, а отец считал, что сын командующего должен быть на передовой. А еще в 1943 году, еще до того, как была полностью снята блокада Ленинграда, моя бабушка была беременна моим отцом, и отец у меня родился сразу после снятия блокады Ленинграда в мае 1944-го. То есть вот вся семья, она находилась в таких же, ну, вот условиях блокады, как и остальные горожане. И дед защищал свою семью наравне с жителями города. Вот, ну, вот такая была ситуация. Я знаю, что ваша бабушка родилась в Одессе. Там они познакомились в начале 20-х годов. И мне кажется, что быть супругой сильного мужчины очень сложно, а здесь еще и сильный командир. Вот расскажите о Лидии Ивановне. Какая она была? Ну, Лидия Ивановна была очень добрая женщина, но она была женщина с сильным характером, потому что жить с сильным мужчиной может только сильная женщина. Вот. Но при этом она была очень тактична, она очень хорошо понимала своего мужа. Но вы знаете, когда уже много лет живешь вместе, и если женщина достаточно умна и образована, она понимает, когда нужно молчать, когда нужно говорить. А дед был очень часто... Ведь аптекарь — это одно из его прозвищ. У него еще было прозвище Молчун, Сухарь. Потому что он, ну, первое впечатление у него было такое. Он был достаточно угрюмый, он был замкнутый, но он был постоянно погружен в мысли. Во время блокады, понятно, это как освободить город. После войны у него были очень тяжелые ответственные участки в Минобороне, которые ему надо было руководить и поднимать очень важный вид вооруженных сил, противовоздушную оборону. Но она уже знала, когда нужно молчать. И они уже понимали друг друга не то что с полуслова, а вообще без слов. Вот. Но во время, да, блокады, вот она совершила, я считаю, такой женский подвиг. Она приехала к мужу, и, конечно, ему было где-то в глубине души, ему было легче, когда она была рядом. Ну вот, а по тому накалу, что тогда происходило, ну, вот она рассказывала, как раз перед прорывом блокады Ленинграда я спросил: Леня, ну а если вдруг что-то пойдет не так? Ведь уже было столько попыток прорыва, они были неудачны. Он говорит, ну тогда мне остается только головой в реку, не вы. Потому что он понимал, что вот права на ошибку он уже больше не имеет, потому что как раз за ним женщины, дети и все. Больше тянуть нельзя было, надо было прорывать блокаду.
9 августа 1942 года. Ленинград 11 месяцев в блокаде. Немцы ждут скорого падения города, а в городской филармонии звучит 7-я симфония Дмитрия Шостаковича, мое любимое произведение музыкальное. Музыка как символ несгибаемой воли народа, как символ победы. Леонид Александрович ведь тоже причастен к этому концерту. Дело в том, ну, как известно, Шостакович начинал писать эту симфонию еще в блокадном Ленинграде, потом он был эвакуирован и уже дописывал в Куйбышеве, но настолько руководство страны придавало важное значение исполнению вот этой симфонии, что партитуру в Ленинград доставляли самолетом. Тогда она еще не была ленинградская, название ленинградское она получила позже. Но руководство города обратилось к деду с тем, чтобы обеспечить по возможности, чтобы рядом с филармонией, когда будет исполняться концерт, вражеские снаряды не взрывались, чтобы люди могли приехать, послушать, потому что эта сама музыка, она должна была поднять дух ленинградцев. Это же был август 1942 года, это вот первое лето, такое вот после тяжелейшей зимы. И людям просто нужен был глоток такого культурного такого какого-то вздоха. Но дед подошел, он со всей ответственностью, как любой военной операции. То есть была разработана операция, она получила кодовое название «Шквал». То есть была собрана вся артиллерия, были собраны все снаряды, какие можно было собрать, а тогда был крайний дефицит снарядов. И вот они расположили так батареи, чтобы огонь фашистов вызывать на себя. И еще он применил несколько нестандартных методов, он выдвинул наши артиллерийские части вперед, для того, чтобы они могли добивать уже по тылам, по штабам фашистских войск. И, кроме того, он четко рассчитал, вот опять его такой вот четкий расчет, что концерт длится 80 минут, но люди должны спокойно приехать в филармонию, спокойно расположиться, потом также спокойно уехать. И на всю операцию он отводил 2 часа 20 минут, ни больше, ни меньше. И вот все это время он лично приехал на фронт, лично еще раз проверил, все ли нормально. И потом, когда, подходило время уже концерта, лавина снарядов обрушилась на голову фашистов. Сотни орудий ведут сокрушительный огонь по врагу. И они не то, что они головы не могли поднять, и ни одного снаряда не упало в черте города. И все, 2 часа 20 минут наши артиллеристы вели непрерывный огонь по врагу. Дед приехал сам в филармонию, он сидел вместе с людьми, как бы своим видом показывая, что все нормально, все под контролем. И когда закончился концерт, он зашел в гримерку, поблагодарил дирижера Карла Ильича Элиасберга, сказал, мы тоже были участниками исполнения этой симфонии. Как вспоминал потом Карл Ильич, я тогда не понял, о чем речь. А когда узнал вот об этой ситуации, говорит, наверное, да, это единственный, например, в мировой истории музыки, когда артиллерийская симфония шла вместе с симфонией симфонической. Вот такая история. Когда я готовилась к интервью, прочитала интересную историю о вашем дедушке, а именно его встрече со Сталиным, когда Леонид Александрович для полного снятия блокады Ленинграда попросил побольше тяжелой техники, танков. Очень хочется услышать от вас эту историю. Дело в том, что когда готовилась операция по полному освобождению Ленинграда от фашистской блокады, загодя дед приехал в Ставку, то есть всегда Сталин лично принимал командующих фронтами, и они лично ему докладывали план предстоящей операции. И его слово было последнее, утверждать или нет. Дед доложил, что все готово, все, части соединения готовы. Сталин выслушал, одобрил, и дед стал уже готовиться выйти из кабинета, и на что Сталин сказал, а если, товарищ Говоров, у вас какие-то просьбы к Ставке? Дед подумал, действительно, тогда не хватало танков Т-34, не хватало танков на фронте. Ленинград, конечно, производил танки КВ, но все равно их не хватало. И на что Сталин, как он рассказывал бабушка уже рассказала нам, Сталин, он же учился в духовной семинарии, он 2 руками перекрестился и говорит, нет, товарищ Говоров, у меня для вас танк. Хотите, возьмите вот этот. И у него стоял на приставном столике танк «Чернильница». Это подарок танкистов 5-й ударной танковой армии. Чернильница, там моторный отсек открывался, там лежали ручки, башенка открывалась, там наливалась чернила. В общем, такая как бы игрушка, письменный прибор.
Ну, на что дед подумал, что это своеобразная сталинская шутка, по-военно попрощался, вышел. А уже рассказывал его порученец, он только открывает дверь, а там на заднем сиденье лежит вот этот самый танк, завернутый там в какую-то материю. Этот танк долго хранился в нашей семье, сейчас он в музее. Но что самое интересное, к моменту начала операции по освобождению Ленинграда от блокады, танки все-таки на фронт поступили. То есть Сталин все-таки выполнил просьбу деда. Еще нюанс, тоже из исторических архивов. Говоров берег своих солдат, но уделял большое внимание их подготовке. К пленным относился гуманно, самостоятельно освоил немецкий язык и допрашивал немецких офицеров лично. Вот расскажите об этом, пожалуйста. Ну, дед действительно старался планировать так свои операции. Без потерь, к сожалению, война не происходит. Но, по крайней мере, он старался свести эти потери к минимуму. Если мы говорим про прорыв блокады Ленинграда, то там он действительно шел на очень такие рискованные шаги, но риск, опять же, был оправдан и просчитан. То есть он снимал по подразделениям с переднего края наших солдат, их надо было откормить, и их надо было очень хорошо оттренировать, потому что надо было преодолеть достаточно большое расстояние, это 800 метров по замерзшему по льду реки Невы, дальше взобраться на отвесный берег, там, где фашисты заняли оборону вокруг Ленинграда, это от 6 до 12 метров, которые они облили водой еще. Наверху все возможные виды заграждений, минные поля, все это простреливалось. И вот они должны были, наши бойцы, ровно за 6 минут они должны были преодолеть это расстояние. Почему? Потому что сначала работала наша авиация, потом наша артиллерия, несколько часов шла подготовка, и пока немцы не подняли голову, надо было быстро преодолеть. Поэтому он каждое утро лично с секундомером стоял, засекал, вот люди бежали, там ругались, падали, но все равно к назначенному часу после артиллерийской подготовки они пробежали это расстояние с минимально возможными потерями, и операция была выполнена. Сложно ли быть внуком маршала? Ну, быть внуком маршала — это не профессия, скажем так, это скорее ответственность. Потому что когда я учился и в Суворовском училище, я учился в военном училище, я учился в военной академии, ну, всегда, конечно, к тебе командование, но, ну, как бы более так относится серьезно, что вот, как вот ты, да, вот, чтобы ты не как-то вот не посрамил чести, это, конечно, вот накладывает. Но среди своих товарищей я, в общем-то, никогда этим не гордился, и более того, после вот того, как я закончил военную академию, спустя много лет мои товарищи узнали, что я внук маршала, хотя мой дед командовал этой академией перед началом Великой Отечественной войны. Поэтому это не профессия. Надо быть самому специалистом, профессионалом, получать образование, ну и себя что-то представлять в жизни. Были ли какие-то семейные традиции? Ну, семейные традиции, они были, они и есть. Я стараюсь их передавать тоже своим детям. Ну, традиция, может быть, это будет звучать громко, но это любовь к родине. Понимаете, в наше время понятие патриотизм как-то не часто употреблялось. Говорили «любовь к родине». А любовь к родине, она подразумевает в том числе и самому быть специалистом, профессионалом, чтобы родине приносить пользу. На военном поприще, на гражданском поприще. Нужно быть полезным своей стране, своему народу и стараться делать так, чтобы твоя страна была лучше, была могущественней, чтобы в стране было жить приятно, хорошо и весело. Вот так я стараюсь жить сам, и такую традицию я передаю своим детям. Ну и наша, конечно, традиция, мы чтим память. Мы чтим память о нашем деде, но не только о деде, но и о всех. Мы понимаем, что он командовал большими соединениями солдат, офицеров. Это люди, которые многие сложили свою голову для того, чтобы добыть свободу, независимость в нашей стране. Мы помним всегда о блокаде Ленинграда, мы помним всегда о защитниках Москвы, мы помним о наших бойцах, которые пали смертью храбрых. Ну, вот дед освобождал Карелию, освобождал Прибалтику, которая, к сожалению, сейчас забыла, от чего их спас наш солдат. Но это вот
традиция, надо помнить и передавать дальше вот эту память из поколения в поколение. Спасибо вам большое. В нашей студии сегодня был внук Леонида Александровича Говорова, маршала и героя Советского Союза Алексей Сергеевич Говоров. Я, Николь Плиева, напоминаю, что это проект Национального центра «Россия. Расскажите мне о победе». Увидимся!